Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы отправляемся в путешествие по Ленинградской области. Небольшой поход на несколько дней. О, Викуля, очень весело. И за рулем, как всегда, ваш бессменный бортпроводник Дэниел. Начнем наше путешествие. Поехали! Не переключайтесь. Кое-как досталось тебе место, да, Викусь? Здравствуйте, вам 92-й, 95-й? 92-й, пожалуйста. А где у вас водитель? Вот. На автопилоте. Вот у этой вывески поворот. Памятник Агриколе. 1,5 километра поворот налево. И вот такая замечательная, красивая и практически ровная дорога. Еще немного дороги. Какой тут проезд. Вот тут ямочка такая глубокая. Ну что ж, начинаем остановку нашу. Причиндалов. Первой остановкой пошел тент. В нем будут находиться все продукты, стол, стулья. Сейчас будем его передвигать. Преображение небольшое. Это палатка Викули, нашей собаки. Даня вешает мне гамак вот таким красивым видом. Лопата обязательный инструмент для наших походов. Здесь потихонечку будем раскладываться и скоро ставить сюда большую палаточку. Никого не буду привязывать. Все. Тащите электричество. Я остаюсь тут жить. Итак, поставили палаточку. Вот такая вот она у нас большая. Итак, значит, пройдем внутрь. Там Наташа делает сейчас натяжение внутренней палатки. Так. Уже надышали. Вот. Тут сейчас еще появится матрас. И вот здесь сейчас еще постелю пол. И тут появится пол. Будет там. Все. Вот. Тут классно. Ну вот, палаточка у нас собрана. Сейчас расскажу, что мы делаем, чтобы было тепло ночью ночевать. Сейчас на улице плюс 12. Мы на Финском заливе, соответственно, не исключена вероятность того, что будет дуть ветер. Но мы выбрали такое место, которое располагается в бухте. Благодаря этому мы надеемся, что мы избежим сильных ветров. Итак, что же мы делаем, чтобы было тепло? Так, ну для начала мы стелим вот такие вот коврики. Походные туристические коврики. На низ палатки. Потом мы надуваем матрас, сейчас покажу, большой, и стелим на эти коврики. На матрас мы кладем большой плед. Здравствуйте. Здравствуйте, как вам отдыхается? Не холодно ли вам? Нет, пушка. Пушка. Викуля? Ку-ку. Викуля? Пупсики. Так, матрас потихонечку приходит в себя. Данька качалка пришел на помощь. А для этого Наташка качалка. Да, кое-как. Ну, собственно, и все. Мы надули матрас, постелили теплый плед, положили наши спальнички. Спальники у нас, кстати, из Декатлона. Температура у них минимально считается до плюс 5. И еще у них есть такая фишка, что они могут соединяться друг с другом и можно спать вместе. Но мы так пробовали, так спать холоднее, чем поодиночке, чем в каждой спальнике. Но мы спали в этих спальниках и при температуре
+1, наверное, минимально, и нам было вполне более-менее, поэтому можно на них рассчитывать в более холодное время года. Ну и чтобы чувствовать себя совсем максимально комфортно и как дома, мы кладем подушечку. Ну и сейчас покажу, что же у нас получилось по итогу установки лагеря. Давайте посмотрим. Палочка для собаки, гамак немножко перевесили, основная палатка и тент, в котором находится кухня. Ну вот, собственно, так это происходит. Данька там дровишки заготавливает, а дамочка чилит на гамаке. Красиво тут, конечно, в бухте. Получается, мы сейчас находимся практически на краешке мыса. Вот там вот кончик мыса. И вот в ту сторону он заворачивает, на той стороне уже сильный ветер. И вот там вот солнышко, солнышко, солнышко светит. Там, значит, у нас закат. Но зато там сильный ветер, поэтому тут, конечно, намного приятнее, потому что вообще нету ни ветринки. Очень круто. И вот тут такая вышка, потом покажем с ней, сейчас вставлю видео. Очень красивый вид открывается. Кто это у нас тут спит? Курочка греется. Вот так вот курочка ходит в походы у нас. Решили попробовать в этот раз сделать походную баню. Начитались разных советов в интернете. И вот сейчас пытаемся построить. Так, начало положено. Ты вырыл канавку, да, небольшую ямку? Да. Что дальше? Сейчас нужно сетку закрепить, чтобы на нее разложить камни, которые будут прогреваться. Угу. Хорошо. Сейчас. Вот так вот идеально сложили камушки для баньки. Осталось 3 часика растопить, да? Да? 3-4 часа сейчас будем топить, потом тент, и потом будет пушка. Вот такая получается банька. Угли нагрелись за 4 часа. И сейчас мы их закрываем пленкой, чтобы накапливалось тепло и можно было париться. О, уже очень хорошо. Ура, будем париться! Раз, два, три. Решила обойти наш мыс вокруг, чтобы показать вам, где тут еще можно остановиться. Место на самом деле очень красивое, живописное, очень много места, где даже можно проехать на машине. Я бы, конечно, не сказала, что на низком седане будет очень комфортно проезжать, но я видела, что люди это делают. Но не знаю, я бы, наверное, на своей низкой машине не хотела, потому что можно спокойно пробить дно. Вот. Вышла на другой берег мыса, на другую сторону мыса. И сразу одела капюшон, потому что тут уже стало ветреней. Но по-прежнему очень красиво. Вот это, получается, кончик мыса. Наш лагерь вот там расположился. Я сейчас обошла вокруг. И вот туда еще уходит мыс. Но здесь уже прям ветер идет в эту сторону и становится ветренее.
Мы приехали на мыс в мае, соответственно, погода еще не летняя. На улице сейчас плюс 17, но это очень тепло, поэтому мы выбрали такие более теплые дни для поездки сюда. Завтра обещают плюс 19, а ночью плюс 10, плюс 12. Ну, ночью прохладно довольно, но в целом терпимо. Если сюда приехать летом, я думаю, что будет намного круче, теплее, приятнее. И с этой стороны мыса тоже. Виднеется вдоль бухты красивый глэмпинг, где можно снять домик и остановиться с видом на море. Вот так вот я прошла вдоль всего мыса. Это получается самый кончик мыса. И вот бухта, в которой располагается наш лагерь. Мы вот там еще немножко за поворотом. И за счет этого ветер практически до нас не доходит. И вот так вот идет. Шел какой-то день нашего отдыха. Нос уже немножко обгорел, солнышко светит, ветра нет. Очень классно тут отдыхать. Викуля пошла гулять, деловая. Вики, ты куда пошла? Сегодня последний день нашего похода. И смотрите, в нашей бухте начался вот такой вот сильный ветерочек. Дует именно на нашу бухту с залива. Мы обошли мыс вокруг, пошли на ту сторону. И там ветра нет, там очень жарко и тепло. Поэтому смотрите прогноз погоды. Вам все-таки решать, на какую сторону мыса лучше приземлиться, потому что все дни у нас был штиль абсолютный, было очень тепло, а вот сегодня такой сильный ветер. Но он при этом очень теплый, что самое главное. Вот, поэтому смотрите погоду и решайте на свой взгляд, где лучше остановиться, но тут очень классно, очень красиво, все равно очень живописно. Рыбак на лодочке. Тут рыба есть, говорят. Рыба хорошая, но рыбачить лучше все-таки с лодки со своей, потому что здесь у берега очень мелко и рыбу никакой не словить. Скажи, Викуль, скажи всем привет! Викуль, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, да?